Всем привет! В этом видео будем вязать английскую резинку без накида по кругу. Английская резинка, как я знаю, как с самого детства, как моя бабушка вязала, так и осталось. Это модно, не модно, наверное, нету. Это классика. И каждым годом лучше и лучше опять вернулась назад и говорят модные шапки, модные свитера. Но это мы вязали в Советском Союзе еще и далеко до этого, наверное. Поэтому это очень хороший, как сказать, узор, не узор. Это очень хороший и красивый классический вещь получается. Вроде бы узор, но вроде бы не навязчивый. Очень добротный, толстенький. Всем нравится, и мне нравится. Смотрите, вообще английская резинка по кругу можно и накидом вязать, можно и вязать. У меня на канале есть розовый мастер-класс, там розовый джемпер английской резинкой. Кто не посмотрел, посмотрите, пожалуйста. Там я вяжу по кругу чуть-чуть по-другому. Там получается не сильно так объемно, как будто лицевой объемно, а на изнанке не так объемно получается, более невесомый. Ну, когда вяжется шапка отворотом или что, или хотите более толстый, тот вариант не устраивает. Устраивает вот это. Это я вяжу классический, я и накидом вязала. Накидом тоже нравится, но там более чуть-чуть заморачиваться, как говорится, можно. И для начинающих вот это очень хороший вариант, и это очень быстро делается. Все могут себе позволять, сильно напрягаться не надо, им очень быстро делается. На эту основу вы можете вязать и шапку, и снуд, и свитер, джемпер, что вы хотите. На эту основу вы можете вязать и с удовольствием носить. Смотрите, мои дорогие, как начинается английская резинка по кругу. В моем случае вот первый ряд не считается. Первый ряд будете вязать, как обычно, 1 на 1, просто резинка. Это как нулевой ряд называется, что ли, потому что мы будем все время вязать с предыдущего ряда, поэтому один ряд вяжется просто так, начало так. И потом легко и просто. Второй ряд уже вы себе какой хотите, или изнаночный вяжете предыдущего ряда, или лицевой, и третий ряд наоборот. И все, больше ничего там нету. Смотрите, мы заканчиваем вот этот ряд, последняя петля, видно, да, что я здесь, вот. Если вы будете вязать, надеюсь, все видно. Видно, что я здесь хватало, вот это лицевой хватало предыдущего ряда, поэтому вот это изнаночный. Здесь еще обязательным порядком надо маркер, чтобы вы не путались, что ряд меняется после маркера. Значит, раз я вязала предыдущий ряд вязала лицевой, теперь мы будем вязать лицевой обычно, вот просто лицевой, а изнаночный, смотрите, хватаем предыдущего ряда. Вот, все. И в этом дело. Ничего такого нету. Лицевой здесь вы путаться не можете, потому что, вот видите, предыдущий ряд я делала на лицевой, и здесь все видно, что здесь пишное. Вы не можете путаться. Этот ряд мы будем вязать лицевой, как обычно, а изнаночный предыдущего. Обычно. И здесь очень легко. Здесь чуть-чуть как бы задержка бывает, что у меня ангора пряжа, а если у вас не ангора, вообще можно быстренько вязать. Ну ничего, после стирки здесь тоже все хорошо будет, на место все становится. Здесь чуть-чуть волоски держит, и все, я это имею в виду. А так
очень легко и просто это делать. Накидом тоже хорошо, ну, это быстро. Мне надо быстро вязать, я люблю быстро вязать, у меня много, как бы, заказы разные. Поэтому почему бы нет? Сейчас жизнь быстро бежит, мы за ним бежим, поэтому надо, чтобы все быстро. Если результат одинаковый, почему бы нет? Почему бы не облегчить жизнь? И так и времени нету, правильно? Вот. Это очень легко и просто. Это даже начинающий, кто уже лицевой и изнаночный знает, потому что есть девочки, что... Еще я хотела, это сугубо мое мнение, никто пускай не обижается, я люблю английские резинки больше, джемпер, если вязать, да, больше вязать по кругу. Знаете чего? Английская резинка чуть-чуть нестабильное вообще полотно. Поэтому, когда вы отдельно все детали вязать, потом шить, мне не нравится. Мне нравится одной полотной, чтобы оно было более стабильно и туда-сюда не гуляло. Поэтому я решила, у меня дедовский метод как. Вот. Этот метод все знают. А если туда-обратно кто-то хочет не по кругу, это то же самое. Один ряд будете вязать, там все время нет, не то же самое. Там все время на лицевой петлю будете предыдущую вязать. А здесь изнаночный тоже. Вот и ну, я почти не вяжу туда-обратно рядами, потому что мне не нравится. Вот. И изнаночный. Соответственно, этот ряд уже мы будем вязать лицевой. Еще один раз на лицевой покажу. Вот, предыдущего ряда имеется в виду. Вот, лицевой предыдущий, а изнаночный как обычно. Вот. Мне очень нравится этот метод. Это очень быстро получается. И всегда английская резинка мне нравится. Вроде бы не узор и очень красиво. Не знаю, как вы думаете. И можно взять тоненькую ниточку, вязать добротный свитер как бы. Чуть-чуть здесь получается больше расход. И еще получается время чуть-чуть дольше английской резинка, потому что как бы два ряда считается как один ряд. Поняли? А результат мне очень нравится. Пишите, если вам тоже английская резинка нравится. Мне очень нравится. Я это вяжу шапку. Такора вроде бы называется. Ну, это в Советском Союзе тоже такие махровые шапки носили за воротами. Поэтому кому такора, кому просто шапка. Ну, я ничего против не имею. Может, это английское название, я не знаю, американское. Вот. Видите, это как быстро. Накидом, честно говоря, не так быстро. Хотя, кто руку набил, тоже быстро. Ну, чуть-чуть надо внимательно. Здесь, как ряд начинаешь, как знаешь, на какую петельку предыдущий ряда вязать. И все. Быстро можно вязать. За вечер можно шапку вязать, если вы шапку хотите. И свитер хорошо. Можно, если что, этот свитер вязать, горловину такую вязать, более пышную, хорошую, добротную. Почему бы нет? Я просто показываю, а вы будете решать, что вязать дальше. Вот. Вот. Это не вяжу, чтобы у меня маркер не упал. Смотрите. Вот.
и на изнанке тоже так же самое, ничего не отличается. Если заворот будете делать или что, ничего не отличается. А если кто-то хочет не так объемно, только сверху объемно, а на изнанке не очень объемно, тогда смотрите, у меня есть джемпер мастер-класс розовый, там я чуть-чуть по-другому вяжу. Вот такой маленький мастер-класс пестрый, мои дорогие. Сейчас сезон, можно снуды вязать, разные шапки вязать, свитера вязать. Вяжите на здоровье. Кто знал, смотрите просто так, извините. Кто не знал, узнает, и я буду за это рада. Вот такие дела. Вяжите, как я, вяжите еще лучше. Всем пока, до новых встреч.